Всем привет! В этом видео поговорим о Stateful Widget. Что такое Stateful Widget? Это виджет, который может менять свое состояние несколько раз и может перерисовываться на экране любое количество раз во время работы приложения. Помимо этого, Stateful Widget имеет объект состояния или state, в котором хранится информация о текущем состоянии виджета. Если вы хотите изменить элемент на экране при выполнении какого-то действия, к примеру, пришел ответ сервера, пользователь нажал на кнопку, ввел там какие-то данные в форму или изменил громкость на слайдере и так далее, то мы должны использовать данный виджет. У нас есть приложение, которое ничего не делает. И теперь перепишем код с учетом stateful виджета. И сделаем так, чтобы при нажатии на нашу кнопку у нас запускалась симуляция скачивания файла с интернета. Итак, создание stateful виджета состоит из двух этапов. Во-первых, как и в случае с stateless виджетом, нам нужно расширить наш класс MyFirstApp от stateful виджета. У stateful виджета нету метода сборки, то есть метода build, и вместо него мы должны реализовать и переопределить метод createState. Метод createState возвращает нам экземпляр класса state. И пусть, к примеру, он нам будет возвращать пользовательский класс состояния, к примеру, MyFirstAppState, который будет нам формировать состояние для нашего виджета. Stateful виджет не существует сам по себе. Для его работы нужен еще один класс, который будет хранить состояние или state этого виджета. При этом его визуальная часть, виджеты из которых он состоит, также становится его состоянием. Поэтому вторым этапом нам необходимо реализовать наш класс состояния MyFirstAppState. И этот класс нам необходимо унаследовать от state. В угловых скобках мы должны указать, к какому классу относится наш класс состояния. В нашем случае наш state будет принимать MyFirstApp. И вот именно этот класс служит нашим объектом state. И в нем мы уже также переопределяем метод build, который создает у нас индикатор загрузки, кнопку и две метки. А также теперь мы можем вызывать наш метод build для перерисовки нашего пользовательского интерфейса столько, сколько нам нужно. Таким образом, всякий раз, когда мы будем изменять наш объект state, SDK Flutter будет автоматически обновлять содержимое любого stateful виджета, подключенному к нему. Такое вот разделение презентации и состояния позволяет Flutter сильно оптимизировать работу нашего приложения. Обратите внимание, что наш класс MyFirstAppState начинается с нижнего подчеркивания. В Dart все имена, начинающиеся с нижнего подчеркивания, идентифицируют приватные значения, а состояние виджетов во Flutter принято оставлять приватными, хотя это не обязательно. И вот теперь внутри нашего класса MyFirstAppState мы можем наконец-то объявить динамические переменные, в которых мы будем хранить состояние. Итак, давайте первую переменную я назову как loading. Эта переменная будет отвечать у нас за процесс загрузки, то есть идет ли загрузка или нет. А вторую переменную я назову как progress_value. Она у нас также будет приватной. И эта переменная у нас будет отвечать за отображение процента загрузки файла. И теперь нашим переменным предлагаю задать первоначальные значения. В объекте state это делается в методе initState. Этот метод мы также должны переопределить, но обязательно должны вызвать у него метод суперкласса. Этот метод вызывается один раз, когда этот объект state вставляется в дерево виджетов. И нашей переменной loading по умолчанию поставим значение false, а нашей переменной progress_value установим значение 0. Теперь предлагаю переписать наш весь код с использованием переменной loading и progress_value. При нажатии на кнопку мы будем выводить прогресс загрузки файла, а когда файл скачан, будем выводить текст press button to download.
Поэтому перед виджетом column давайте установим нашу переменную loading. Если у нас загрузка пошла, то мы будем отображать наш progress value. Для этого в виджете текст изменим его значение 23% на следующее. И наши полученные значения мы будем округлять до десятичных. Это при условии, что наша загрузка пошла. Когда наша загрузка закончится, то будем выводить надпись Press Button to Download. Я здесь использую тернерную операцию. Отлично. Теперь перейдем к нашей кнопке. У нас есть метод onPressed, и при нажатии на эту кнопку у нас должно измениться состояние переменной loading на противоположное. Отлично, давайте сохраним и посмотрим, что у нас произойдет. Нажмем на кнопку, и вы видите, что у нас ничего не происходит. Для того, чтобы уведомить Flutter об изменении состояния нашей переменной или метода или объекта, необходимо воспользоваться методом setState у нашего объекта состояния. И в этот метод мы должны передать нашу переменную. Теперь сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Как видите, наше состояние теперь изменяется. Таким образом, метод setState вызывает метод сборки build, который в свою очередь перерисовывает наши все виджеты. Это самый важный метод, который вам необходимо использовать с любым stateful виджетом. Ну и теперь осталось реализовать отображение загрузки нашего индикатора. Предлагаю это вынести в отдельный метод. Также мы наш метод располагаем в методе setState. И, к примеру, давайте метод я назову как updateProgress. Он у нас также приватный. Реализовывать мы должны его в нашем объекте состояния. Итак, здесь возьмем класс timer с инициализатором periodic. В первый параметр мы должны передать, за сколько мы будем обновлять наш таймер. Поэтому создадим переменную. К примеру, я назову ее oneSec. И будем обновлять наш таймер за 1 секунду. А вторым параметром у нас идет callback. И в этом callback мы будем обновлять наш progress value. Опять же, для обновления нашей переменной progress value необходимо вызвать метод setState. Теперь берем наш progress value и будем его увеличивать на значение 0,2. И далее будем проверять, если наш progress value, давайте мы его значение тип double приведем к типу string. Для этого воспользуемся таким методом как toString asFixed. Равен у нас 1.0, ну, то есть 100%. Тогда мы нашу переменную loading ставим значение false. Останавливаем наше время. А progress value устанавливаем в значение 0,0. И после этого выходим из нашего условия. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Итак, нажимаю на кнопку, и вот пошла наша загрузка. Только индикатор у нас не идет, потому что я забыл у индикатора значение присвоить нашу переменную progress value. Давайте сохраним и посмотрим. Отлично, подытожим. Stateful widget создается в два этапа. Первым этапом нам необходимо придумать имя для нашего класса, а затем унаследоваться от stateful виджета.
И далее реализовать и переопределить метод createState, который возвращает экземпляр класса state. Вторым этапом идет создание самого объекта state, куда в угловые скобки мы передаем наш класс унаследованный от stateful виджета. А затем в этом объекте state мы реализуем метод build, который отрисовывает наш пользовательский интерфейс. Причем метод build мы можем вызывать множество раз, в отличие от stateless виджета. Жизненный цикл stateful виджета делится также на два этапа. Первым этапом создается сам stateless виджет и вызывается по умолчанию его конструктор. А далее происходит вызов метода createState, который порождает нам объект состояния stateObject. Вторым этапом жизненный цикл происходит в его объекте состояния. Здесь также по умолчанию вызывается конструктор объекта состояния. А далее происходит проверка. Если наш виджет смонтирован удачно, то можно вызвать метод initState, в котором устанавливаются значения свойств или переменных по умолчанию. А далее вызывается метод build для построения пользовательского интерфейса. Если необходимо обновить состояние какого-либо виджета, то реализуется метод setState, который вызовет наш метод build для перестроения пользовательского интерфейса. Если какой-либо виджет удаляется из дерева виджетов, то вызывается метод dispose, и виджет демонтируется. Обход блокировок, приватность, SEO-оптимизация. Работа с мультиаккаунтами для маркетинговых задач. Это главные причины, для чего нужен индивидуальный прокси-сервер. А купить его можно у Proxy Line. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который можно легко настроить в браузере или телефоне. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. Очень много стран. Больше 100. Есть возможность выбирать конкретные города и подсети вручную. Proxy Line осуществляет строгий контроль геолокации IP, адресов и регулярно проверяет их на наличие спам-базах. Это гарантирует чистые качественные IP с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить много прокси-серверов и управлять ими внутри удобного и многофункционального личного кабинета. У Proxy Line появились индивидуальные протоколы на сервере MT Proto. Стабильное решение для доступа к Telegram в условиях ограничений в России. Несмотря на массовые блокировки, в Proxy Line можно купить работающий сервер из России. Для этого теперь есть специальная функция на странице оплаты. Достаточно просто поставить галочку в строке про региональные ограничения. Сервис уже работает 7 лет. А служба поддержки доступна 24/7. При покупке есть гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете IP, адрес в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. По промокоду ITONLOCKET можно получить скидку 10%. А если вы будете покупать в России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Плюс можно оформить покупку через Telegram-бота. Переходим по ссылкам в описании. Покупаем прокси-серверы напрямую у производителя и повышаем свою продуктивность и безопасность в сети. Flutter приложение может включать помимо кода также и ассеты. Их еще иногда называют ресурсами. Ассеты могут содержать в себе статические данные, например, файлы JSON, также файлы конфигурации, шрифты или значки и изображения в формате SPEC, GIF, PNG, BMP или анимированный GIF и так далее. Во время сборки Flutter помещает ассет в специальный архив, называемый Asset Bundle, который приложения могут читать во время выполнения. В этом видео поговорим, как можно встроить свои изображения в наше приложение. Здесь я создал проект, назвал его Asset Example, и здесь у меня вот такой вот простенький код. Итак, для вас я уже подготовил изображение, это вот такой вот бэкграунд, а также иконку, у которой прозрачный фон. Для включения в наше приложение изображения и иконки необходимо выполнить два шага. Первое – это создать в нашем проекте папку Assets. И теперь в ней мы создадим еще две подпапки. Первую подпапку я назову как Icons, а вторую подпапку я назову как Images. И перенесем нашу картинку и иконку в соответствующие папки. Отлично. И теперь необходимо выполнить второй шаг. Это наши ассеты нужно зарегистрировать в файле pubspec.yaml.
Давайте перейдем в этот файл. И теперь нам необходимо найти такую строку, как to add assets to your application. И раскомментируем данные строки. Итак, каждый ассет идентифицируется своим явным путем, относительно файла pathspec.yaml, где находятся файлы ресурса. В моем случае это будет папка assets и подпапки icons и images. Поэтому здесь я пропишу следующее. У меня сначала идет папка assets, далее идет папка images, в которой хранится картинка bg.spec. А иконка у меня хранится в папке assets icons. Поэтому здесь я также пишу assets, только вместо images icons. Это у меня файл png. Пишу icon.png. Порядок, в котором наши ассеты объявлены, не имеет значения. Итак, давайте сохраним. Посмотрим, чтобы наши ассеты Flutter подхватил. Так, отлично. И теперь, чтобы загрузить наши ассеты в приложение, мы должны использовать widget asset image. Давайте мы для нашего приложения сейчас создадим страничку body, куда будем выводить наши картинки. Предлагаю картинки размещать по центру, поэтому начинаем с виджета Center. У него вызываем child. Картинки я буду накладывать друг на друга. Для этого я буду использовать виджет stack. Об этом виджете мы поговорим в другом видео. У виджета stack вызываем параметр children, куда будем передавать массив наших виджетов. Итак, давайте сначала отобразим background. Для этого используем виджет image, у которого вызываем параметр image. И здесь мы уже должны воспользоваться виджетом assetImage. И в качестве параметра мы должны передать ссылку на наше изображение. Здесь мы пишем assets, images и background.spec. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получится. Итак, мы с вами вывели наше изображение. Теперь предлагаю вывести иконку. Для этого уже можно воспользоваться, к примеру, классом image.asset. То есть это более короткая запись вот этого выражения. И здесь мы также должны указать, где находится наша иконка. Пишем assets, icons, icon.png. Сохраним. Отлично, мы с вами получили иконку. Так, давайте я сделаю, чтобы у нас все разместилось красиво на нашем экране. Поэтому я вызову параметр fit и передам такое значение, как stackFitExpand. Таким вот образом мы можем выводить наши иконки или картинки в нашем приложении, используя виджет assetImage или класс imageAsset. В этом видео поговорим, как можно встроить свой шрифт в наше приложение. Итак, в качестве шрифта я выбрал сайт fontsgoogle.com. И мне здесь очень понравился шрифт IndieFlower. Он выглядит примерно вот таким вот образом. Я данный шрифт уже себе скачал, поэтому давайте вернемся снова в VS Code. И в нашем приложении создадим папку Fonts. И в эту папку я положу скачанный шрифт. Ну и теперь этот шрифт осталось также зарегистрировать. Для этого переходим в файл pathspec.yaml. Находим такую строку, где написано to add custom fonts to your application. И здесь давайте вот это вот раскомментируем. Здесь находятся параметры, которые отвечают за шрифты. Итак, давайте заменим вот этот family на наш, который называется IndieFlower. А здесь мы пропишем ссылку, где находится наш шрифт. Итак, он находится у нас в папке Fonts. Наш шрифт называется indie-regular.ttf. Ну, остальное, в принципе, можно удалить. Давайте сохраним.
Удостоверимся, что Flutter подхватит наш шрифт. Окей. Закроем данный файл, перейдем в main.dart. И теперь предлагаю вывести какой-нибудь текст на экран нашего устройства. Для этого я наш текст положу в widget stack. Текст я хочу расположить по центру, поэтому я воспользуюсь таким виджетом, как positioned. И у него есть параметр child, куда мы передадим наш виджет текст. Здесь я, к примеру, напишу текст my custom font. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получится. Вот наш текст, его плохо видно. Давайте я ему задам несколько стилей. Я хочу увеличить шрифт. Для этого я воспользуюсь font size. Передам ему значение 30. И также я хочу задать цвет для нашего шрифта. Пусть он будет белым. Сохраним, посмотрим. Отлично. Вот наш текст My Custom Font. Давайте мы его расположим по центру. Для этого у виджета Positioned вызовем параметр Top, куда я передам, к примеру, 16 значения, то есть 16 пикселей, сверху отступим. И параметр Left. Передам 125. Так, давайте передадим не 125, а 115. Окей, теперь для того, чтобы применить наш шрифт к этому виджету, вызовем такой параметр, как font family. И здесь мы укажем наш шрифт Indie Flower. Отлично, как видите, наш шрифт подхватился. Кстати, если ваш шрифт не подхватывается, то попробуйте остановить выполнение программы, удалить приложение и снова запустить сборку. Итак, здесь мы с вами установили шрифт только для конкретного виджета. В моем случае это виджет текст. Если уже вы хотите установить шрифт для всего приложения, то можно воспользоваться параметром them у Material App. В качестве параметра them мы передадим виджет them data. И у этого виджета вызовем параметр font family, куда мы передадим название нашего шрифта. И давайте вот этот font family я закомментирую. Сохраним. И как видите, у нас также шрифт изменился у панели приложения. Это все, что касается шрифтов. Всем привет, и вот ваше домашнее задание по работе со Stateless Widget и Stateful Widget. Перед вами следующее приложение, которое называется Counter. Оно просто выводит начальное значение счетчика равное 50. А далее при нажатии на кнопки плюс мы этот счетчик увеличиваем. При нажатии на кнопки минус мы счетчик уменьшаем. Попробуйте реализовать данное приложение. Дам такую небольшую подсказку. Для вывода надписи я использовал Stateless Widget. А в Stateless Widget я передаю наш уже Counter Widget, который отвечает за увеличение и уменьшение нашего счетчика. Помимо этого я вместо кнопок использую такой виджет, как Icon Button. Прошу рассмотреть данный виджет самостоятельно. Домашнее задание вы можете выкладывать в группу в Telegram. Ссылка будет ниже под видео. Удачи! Как вы уже знаете, виджеты делятся на две категории. На видимые виджеты, это виджеты для ввода и вывода информации, а также на невидимые виджеты. Это виджеты, которые упорядочивают, ограничивают и выравнивают видимые виджеты. И их еще называют layout виджеты. К таким виджетам относятся Center, Row, Column, Grid View, List View и так далее. Layout виджеты в свою очередь делятся на два типа. Это Single Child Layout Widgets. Это layout виджеты, которые могут в себе содержать только один виджет. За это у них отвечает параметр child. И multi-child layout виджеты. Это виджеты, которые могут содержать в себе несколько виджетов.
За это у них отвечает параметр children. Итак, вы уже знаете, что все в SDK Flutter является виджетом. Это не только структурные элементы, такие как текст и кнопки. Элементы макета, такие как отступы и строки, также являются виджетами. Сначала давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных layout виджетов, а позже мы увидим, как объединить их в более сложные макеты. В мире iOS и Android padding или отступ является параметром, но во Flutter, если вы хотите добавить дополнительное пространство вокруг какого-либо виджета, то вам придется обернуть его в виджет padding. Итак, я создал новый проект, который назвал Layout Example. И здесь у меня простенький код, который выводит некоторый текст на страничку body. Теперь, чтобы добавить отступы к нашему тексту, его необходимо обернуть в виджет padding. Для этого в параметры body вызовем данный виджет. Виджет padding относится к single child layout виджету, поэтому вызываем у него свойство child, который принимает один вложенный виджет. В нашем случае мы ему передадим наш виджет текст. И теперь у виджета padding необходимо вызвать такой параметр, как padding. И в качестве его значения передадим класс edgeInsets, у которого вызовем конструктор all. И в скобках указываем отступ. К примеру, поставлю значение 16. То есть edgeInsets.all говорит: сделай отступ на 16 пикселей для виджета текст. Слева, сверху, справа и снизу. Давайте сохраним и посмотрим, как это будет выглядеть. Как видите, наш текст отступил на 16 пикселей. Предлагаю открыть инструмент DevTools и посмотреть более наглядно на эти отступы. Для того, чтобы увидеть наши отступы, давайте включим режим Debug Paint. И в этом режиме мы как раз хорошо видим данные отступы. Если же вы хотите, чтобы виджет текст имел разные значения, то вы можете использовать вместо all only, где вы можете указать для каждой стороны свой отступ. К примеру, давайте я сделаю отступ для виджета текст слева на 50 пикселей, а сверху на 60. И как видите, мы слева отступили на 50 пикселей, а сверху на 60. А что если вы хотите разместить виджет где-нибудь еще? Для этого вы можете использовать виджет Align. Так как данный виджет принимает только один виджет, поэтому вызываем у него свойство child и передаем ему наш текст. И теперь мы у нашего виджета Align вызовем такой параметр, как Alignment. И в качестве значения параметра Alignment мы можем передать либо предопределенные варианты, либо относительные значения x и y. Значения слева эквивалентны значениям справа. Для относительных значений x и y на изображении это будет выглядеть примерно так. Обратите внимание на положение 1.2 внизу справа. Это говорит о том, что вы можете выравнивать виджеты вне родительского виджета. И следует понимать, что эти числа относятся к ширине и высоте именно родительского виджета, к которому применяется Align. Итак, давайте мы расположим наш текстовый виджет, к примеру, сверху по центру. Для этого в качестве параметра Alignment передадим значение Alignment Top Center. Также мы можем наш текст разместить в координатах. К примеру, давайте мы передадим координаты 0,5 по оси X и 0,5 по оси Y. Как видите, наш виджет переместился в эту часть экрана. Отлично, теперь предлагаю наш виджет текст разместить по центру. Можно использовать также координаты и передать такие значения, как 0,0, или можно вызвать, к примеру, у Alignment такое свойство, как Center. Итак, наш текст находится в центре устройства. Для размещения текста по центру есть в принципе и другой виджет, который называется Center.
У данного виджета отсутствует параметр Alignment, поэтому я его просто удалю. Виджет Center используется для центровки виджетов. Таким образом, с помощью него мы можем разместить любой виджет точно в центре нашего устройства или в центре другого виджета. Чтобы отцентрировать наш виджет текст, мы также его оборачиваем в виджет Center. В DevTools это будет выглядеть примерно следующим образом. Виджет контейнер. Можете о нем думать как о комбинации нескольких простых виджетов. Он содержит в себе уже встроенные виджеты Padding и Align, а также имеет Decorated Box для цвета фона, рамки и так далее. Опять же, обернем наш виджет текст в контейнер. Предлагаю рассмотреть, как работает контейнер. Опять же, нам необходимо наш текст виджет обернуть в виджет контейнер. В Child мы снова передаем наш виджет текст. И теперь нашему контейнеру зададим отступ, выравнивание, зададим ему ширину, высоту, а также изменим цвет. Сначала предлагаю задать цвет нашему контейнеру, для того, чтобы его было видно на нашем устройстве. Для этого у контейнера вызываем параметр Decoration, который принимает виджет Box Decoration. У Box Decoration имеются такие параметры, как Color. Предлагаю цвет ему задать, к примеру, Amber. Если вы наведете на данный цвет, вы можете посмотреть, как он будет выглядеть в различных вариациях. А также давайте мы нашему контейнеру зададим границы, используя параметр Border. Передаем сюда виджет Border. И пусть у нас границы будут полностью окружать наш виджет. Для этого вызываем класс border.all. Сохраним. Итак, как вы видите, наш HelloFlutter находится в контейнере. Контейнер у нас такого вот цвета, и у него появились границы. Теперь предлагаю нашему контейнеру задать ширину и высоту. Для этого вызовем такой параметр у него как width. Зададим значение к 200, к примеру. И параметр вызовем height. Передадим значение 100. Итак, наш контейнер теперь имеет высоту 100 и ширину 200. Также к нашему контейнеру мы можем применить отступы. Для этого вызовем параметр Padding, куда передадим класс EdgeInSetsAll со значением 16. Отлично. Помимо этого мы можем наш контейнер двигать, используя свойство Margin. И этому свойству мы можем передать, к примеру, класс EdgeInSetsAll. И давайте сдвинем его по всем сторонам на 30 пикселей. Если откроем дебаг, то можем посмотреть, как это все будет выглядеть. То есть вот мы сдвинули слева, сверху, справа и снизу наш контейнер на 30 пикселей. Это использовали свойство Margin. Также мы задали высоту и ширину нашему контейнеру. А текст внутри контейнера мы сдвинули на 16 пикселей, используя параметр Padding. Как я уже сказал, в контейнере также реализован и такой виджет, как Alignment. Поэтому мы можем также вызвать у него параметр Alignment. И в качестве значения, к примеру, можем передать Center. Это, в принципе, все, что касается виджета контейнер. Layout виджеты, которые мы рассматривали в предыдущих видео, могли содержать в себе только один виджет. Однако при создании макета часто бывает необходимо расположить несколько виджетов вместе. Итак, в этом видео предлагаю рассмотреть первые два виджета из категории Multi-Child Layout Widgets. Если вам нужно отобразить небольшое количество элементов на экране устройства и вы уверены, что они все поместятся на экран за раз, то можно воспользоваться такими виджетами, как Row и Column. Тут все просто. Виджет Row отображает все переданные ему виджеты в горизонтальном массиве, а виджет Column отображает все переданные ему виджеты в вертикальном массиве. Итак, давайте посмотрим на работу виджета Row. У меня body содержит контейнер, который окрашивает его вот в такой цвет.
И также есть child, который ничего не принимает. И в этот child мы передадим виджет row. И так как виджет row относится к multi-child layout виджету, у него вызовем параметр children, который будет содержать несколько виджетов. К примеру, давайте отобразим на экране несколько иконок. Для этого воспользуемся виджетом icon, который принимает icons. И, к примеру, будем использовать такую иконку, как adjust. Зададим размер нашей иконки. К примеру, я поставлю ей значение 50. А также зададим цвет. Пусть первая иконка у нас будет красного цвета. Давайте сохраним, посмотрим. Вот у нас первая иконка. Давайте я еще несколько создам иконок. Вторая иконка пусть у нас будет зеленого цвета. Третья иконка синего цвета. А четвертая иконка оранжевого цвета. Сохраним. Итак, вот отобразились наши иконки в виджете row. То есть понятно, виджет row просто отображает переданные виджеты в горизонтальном массиве. А виджет column отображает все переданные ему виджеты в вертикальном массиве. Так как виджеты row и column являются плавающими, мы можем управлять расположением их элементов, а также их положением по основной оси и оси пересечения, используя свойства Main Axis Alignment и Cross Axis Alignment. По умолчанию основная ось виджета row это горизонтальная ось, а ось пересечения вертикальная ось. Для виджета column основная ось это вертикальная ось, а ось пересечения горизонтальная ось. Сначала разберем выравнивание элементов по основной оси, то есть Main Axis Alignment. Итак, давайте мы у виджета row вызовем такой параметр, как Main Axis Alignment. И передадим ему в качестве значения класс Main Axis Alignment Start. Как видите, у нас ничего не изменилось, но на самом деле параметр со значением Start размещает наш массив виджетов с начала главной оси, то есть слева. Это для row, а для column это будет сверху. Итак, теперь в качестве значения передадим ему end. Как видите, значение end разместило наш массив виджетов ближе к концу главной оси. То есть справа для row и снизу для column. Теперь предлагаю в качестве значения передать center. Данное значение размещает массив виджетов в центре главной оси для row и для column. Для того, чтобы разместить наши виджеты равномерно по всему row или column, можно параметру передать в качестве значения Main Axis Alignment Space Between. Если же нужно сделать небольшое пространство перед первым и последним виджетами в массиве, то можно воспользоваться таким значением, как Space Evenly. И есть еще одно значение, которое называется Space Around. Как вы заметили, он уменьшает половину пространства до первого дочернего элемента и после последнего дочернего элемента до половины ширины между дочерними элементами. Это мы с вами рассмотрели выравнивание элементов по главной оси Main Axis для row и column. Теперь рассмотрим расположение элементов по оси пересечения Cross Axis Alignment для row и column. Для этого у row давайте вызовем параметр Cross Axis Alignment. И также передадим ему в качестве значения Cross Alignment Start. Давайте сохраним, посмотрим на наш результат. Как видите, у нас ничего в принципе не изменилось, но давайте я изменю, к примеру, размер второй иконки на 200. И уберу одну иконку, чтобы было больше места. И теперь сохраняем. Как видите, значение Cross Axis Alignment Start позволяет расположить наши виджеты в начале оси пересечения. То есть для row это будет вверх, а для column это будет слева.
Теперь давайте нашему параметру в качестве значения передадим end. End располагает элементы в конце оси пересечения. Для row это низ, а для column это будет справа. И передадим теперь значение center. Данное значение располагает элементы по центру оси пересечения для row и column. Обычно вместе с виджетами row или column применяют такой виджет, как expanded. Expanded отлично подходит для распределения пространства между несколькими элементами. К примеру, пусть у меня будет row, который в себе будет содержать 3 контейнера. Теперь давайте я каждому контейнеру задам пэддинг и цвет. К примеру, пэддинг для всех контейнеров я установлю значение 30. А вот цвет для каждого контейнера я установлю разный. И также давайте я пронумерую наши контейнеры. Второй контейнер у меня будет зеленого цвета. А третий контейнер у меня будет синего цвета. Итак, вот мы с вами получили 3 одинаковых по размеру контейнера. Теперь я хочу обернуть третий контейнер в виджет Expanded. Как видите, у нас первый и второй контейнеры остались неизменными, а вот третий контейнер занял все доступное для него пространство. То есть виджет Expanded распределяет для обвернутого виджета пространство между другими элементами. Ну и теперь давайте я оберну этим виджетом оставшиеся наши контейнеры. Итак, теперь наше пространство между контейнерами распределилось равномерно. Помимо этого мы можем контролировать пространство между элементами с помощью коэффициента гибкости Flex. И давайте я, к примеру, первому контейнеру задам коэффициент гибкости Flex значение 3. Задав данное значение, я тем самым увеличил пространство у первого контейнера в 3 раза. По умолчанию Flex равен единице. Давайте я теперь пространство у второго контейнера увеличу в 2 раза. Для этого я также вызову параметр Flex, но со значением 2. Вот такой вот результат у нас получился. То есть чем больше значение Flex, тем больше выделяется пространство под виджет. Теперь рассмотрим такую ситуацию. Пусть у меня будет, к примеру, некая картинка, подгруженная из интернета. Для этого я воспользуюсь виджетом Image с конструктором Network, куда я передам ссылку на картинку. То есть в качестве параметра я просто передал ссылку в интернете на некую картинку. Так, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. И теперь смотрите, если у нас какой-либо виджет велик для устройства, то вдоль затронутого края появляется желто-черный полосатый вот такой вот рисунок. Для выхода из этой ситуации необходимо проблемный виджет обернуть в виджет Expanded и установить для него нужный флекс. Поэтому я нашу картинку, а именно виджет Image, оберну в Expanded. И давайте я у этого виджета установлю значение Flex в 2. Отлично, и вот теперь все наши элементы помещаются на нашем устройстве. Вот таким вот образом работает виджет Expanded. Итак, виджет Stack. Данный виджет идеально подходит для наложения виджетов друг на друга. Представьте его как стопку блинов. К примеру, представьте, у меня есть иконка, которая будет отображать нам телевизор.
Цвет я иконки давайте задам красный. И размер иконки сделаю 200. То есть вот у нас есть, к примеру, телевизор. И я хочу поверх этой иконки отобразить текст. Для этого создадим виджет текст. В качестве текста я напишу ТВ. И давайте я задам стиль для нашего текста. А именно увеличу ему размер. Для этого вызовем font size со значением 30. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Как видите, наш текст появился. Ну, давайте мы все это отцентрируем. Для этого у стека вызовем такой параметр, как alignment, и передадим в качестве значения center. Окей. Вот примерно так и работает у нас виджет стек. То есть он просто накладывает один виджет на другой. Помимо этого мы можем размещать нужный нам виджет в определенной области над другими виджетами. Для этого необходимо воспользоваться таким виджетом, как Positioned. И предлагаем наш текст разместить в левом углу нашего телевизора. Для этого нам необходимо наш текст обернуть в виджет Positioned. У Position есть такой параметр, как Child, в который мы и передадим наш текст. Помимо этого у Position есть такие параметры, как Width, Height, Left, Top и Bottom. И для того, чтобы мне разместить текст в левом верхнем углу нашего телевизора, я вызову такой параметр у него, как Top, к примеру, со значением 60. И параметр вызову Left со значением, к примеру, 45. Итак, вот мы переместили наш текст в левый верхний угол. Таким вот образом, с помощью виджета Positioned мы можем управлять дочерними элементами в виджете Stack. Вы уже изучили достаточно лайаут виджетов для того, чтобы попробовать скомпоновать вот такой вот интерфейс. Приложение будет называться Weather. Здесь идет изображение того, какая сейчас погода, далее идет описание погоды, далее идет температура, затем температура на несколько дней и сайт, который отвечает за погоду и, к примеру, его рейтинг. Давайте взглянем на общую структуру этого приложения. Мы с вами будем использовать Single Child Scroll View для прокрутки интерфейса на маленьких устройствах. То есть основа всего интерфейса будет строиться на Single Child Scroll View. А далее у нас приложение состоит из 5 компонентов, которые располагаются на общем виджете Column. Предлагаю сейчас создать это приложение и начнем с настройки AppBar. Давайте вернемся в код. Итак, AppBar. Наше приложение будет называться Weather. Далее хочу изменить цвет нашего текста. Цвет давайте, к примеру, поставлю Black 87. Теперь предлагаю задать background color для нашего AppBar. Ну, к примеру, цвет нашего AppBar зададим белым. Теперь давайте создадим с вами в левой части AppBar вот такую иконку. Для этого у AppBar необходимо вызвать такой параметр, как Leading, который отвечает за размещение элементов в левой части AppBar. Ну и далее давайте воспользуемся таким виджетом, как Icon Button. У него вызываем параметр Icon, передаем иконку. И у нас будет Icons меню. И у виджета Icon Button еще необходимо реализовать метод onPressed. Он у нас будет пустой. Давайте сохраним. Так, нашу иконку не видно, потому что она белая. Предлагаю задать ей цвет. Для этого я вызову такой параметр, как IconThem. Далее воспользуюсь таким виджетом, как IconThem И у этого виджета вызову параметр Color. И для нашей иконки поставим
цвет, к примеру, Black 54. Итак, вот появилась наша иконка, менюшка. И также давайте изменим яркость нашего веб-бара. Для этого веб-бара вызовем brightness параметр и воспользуемся таким классом, как brightness.light. Отлично. Теперь предлагаю реализовать иконку по настройке приложения. Это вот такая вот шестеренка. Для того, чтобы реализовать иконку в правой части веб-бара, необходимо у него вызвать такой параметр, как actions, который принимает массив icon button. Снова воспользуюсь таким виджетом, как icon button. Вызываем у него параметр icon. И в этот параметр передам иконку, которая называется settings. И также реализуем onPressed. Отлично. Вот появилась наша кнопка. Итак, с настройками апбар мы завершили. Теперь предлагаю перейти к построению нашего боди, то есть тела нашей странички. И тело нашего приложения предлагаю вынести в отдельный виджет, который назовем, к примеру, build body. И в этом виджете мы и будем компоновать весь наш интерфейс. И теперь давайте реализуем данный виджет. Итак, наш виджет build body будет возвращать нам виджет. И в этом виджете мы с вами реализуем первый компонент. Это header image. Данный виджет у нас будет отвечать за отображение этой картинки. Если мы с вами вернемся к структуре нашего приложения, то нам необходимо сначала реализовать single child scroll view. Поэтому здесь мы вернем данный виджет single child scroll view. У этого виджета есть параметр child. Далее все наши компоненты лежат на общем виджете column. Поэтому в child мы передадим виджет column. У column вызываем children, в котором мы и реализуем наш первый компонент header image. Предлагаю его также сделать отдельным виджетом, поэтому я здесь напишу header image. Давайте мы реализуем его. Так как эта картинка у нас, значит, будет возвращать image. Вызываем у image параметр image. И картинку я буду скачивать с интернета. Поэтому я воспользуюсь виджетом network image. В качестве параметра мы должны передать URL на эту картинку. Я себе этот URL уже подготовил, поэтому просто его скопирую. Итак, это у меня получился вот такой вот адрес. Можете просто любую картинку найти и вставить ссылку на нее. И после этого я хочу также у image вызвать параметр fit и воспользоваться классом boxFitCover. Итак, давайте сохраним. Посмотрим, что у нас получилось. Итак, да, картинка у нас подцепилась, отлично. Перейдем к следующему компоненту. Следующий компонент у нас будет называться Weather Description, то есть описание погоды. Вот скриншот из нашего приложения и вот его структура. То есть у нас есть два текста, между которым стоит divider, разделитель. И эти два текста находятся в виджете column. Поэтому нам необходимо вернуть виджет column. И также наш description предлагаю вынести как отдельный виджет. Итак, у нас есть два текста, поэтому первый текст я напишу Tuesday, May 22. И также зададим на него несколько стилей. Font size поставлю 32. Также наш текст предлагаю сделать жирным. Для этого вызовем font weight. И этому параметру дадим значение bold.
Так, давайте сохраним. Так, наш weather description надо прописать в наш build body виджет. Давайте сразу после header image. Итак, вот появился наш текст. Далее у нас идет вот такой вот разделитель, divider. Для этого просто вызываем widget divider без параметров. И далее у нас снова идет текст. Текст я подготовил, поэтому я его скопирую. Ну и давайте нашему тексту сделаем цвет бледно-черненький. Ну, к примеру, вызовем Black 54. Так, давайте сохраним, посмотрим. Отлично, вот появился наш текст. Предлагаю все это выровнять по центру. Для этого у column вызываем параметр cross-axis alignment и передадим cross-axis alignment center. Давайте взглянем на структуру нашего приложения. Как видите, наш второй компонент находится в виджете column, а он в свою очередь находится в виджете SafeArea. Поэтому необходимо внести в виджет BuildBody некоторые изменения. Возвращаемся в наш виджет BuildBody. Значит, у нас Single Child Scroll View, далее Column. И после Header идет у нас виджет SafeArea. SafeArea также имеет параметр Child. Давайте мы передадим виджет Padding. То есть немножечко сделаем отступы. К примеру, сделаем отступы по всем сторонам на 16 пикселей. Далее у виджета Padding вызываем Child. И как вы помните, наш SafeArea содержит виджет Column, в котором и будет находиться наш второй компонент. Поэтому я просто его здесь вызову. Weather Description. Отсюда я его удалю. Так, давайте сохраним. Отлично, вот у нас вот появились отступы 16 пикселей. Так, и у виджета Column предлагаю вызвать Cross-Axis Alignment. И также установим все в Center. Отлично. Следующий компонент, который мы рассмотрим, это температура. Итак, компонент температура состоит из row. Row содержит в себе три виджета. Это column 1, который содержит в себе icon. Потом виджет sizebox, это вот такое вот небольшое пространство. И далее виджет column, который содержит в себе два текста. Это вот 15 градусов по Цельсию и область. Поэтому предлагаю реализовать данную структуру. Также его вынесем в отдельный виджет. Итак, возвращать он нам будет row. Поэтому пишем row temperature. Return row. Итак, начнем с первого виджета. Это column 1, который содержит иконку. Поэтому передадим сюда column, в которой будет находиться иконка. И иконку мы выберем в виде солнца. И давайте цвет нашей иконки я задам желтый. И снова давайте наш виджет temperature установим в метод buildBody. Итак, вот появилась наша иконка. Далее идет у нас вот такое небольшое пространство. Я это пространство реализую в виде виджета sizedBox. Поэтому здесь я просто вызываю данный виджет sizedBox. И в параметр вид передам значение 16 пикселей. И теперь нам осталось реализовать два row, которые находятся в виджете column.
Поэтому пишем column. Далее у нас идет row, первый, который в себе будет содержать текст. Напишу 15 градусов. Так, и нашему тексту давайте задам style. К примеру, задам цвет нашему тексту. Цвет поставлю как Deep Purple. Так, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Отлично, вот мы с вами отобразили текст. Так, давайте у column я вызову параметр Cross Axis Alignment со значением Start. Давайте сейчас еще один текст реализуем. Это у нас будет второй row. И здесь я напишу свою область. Это Мурманская область. Город Мурманск. И цвет поставлю серый нашему этому тексту. Так, вот что у нас получилось. Так, давайте посмотрим на весь код. Значит, row. У row вызовем main axis alignment с таким значением, как center. Разместим текст по центру. Так, отлично. Дальше у нас есть column. Вызовем у него параметр Cross Axis Alignment и передадим Cross Axis Alignment Start. Вот здесь я допустил небольшую ошибку. Смотрите, идет column, и он содержит иконку. А далее все, уже в виджете row должен находиться size box и column 2. А я все запихал в виджет column. Поэтому я здесь вырезаю size box и просто передвигаю это на уровень левее. Так, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получится. Отлично, вот мы с вами получили вот такой вот результат. Предлагаю сейчас отделить первый компонент от второго с помощью разделителя. Ну вот, уже более-менее. Теперь переходим к третьему компоненту. Третий компонент это у нас temperature forecast, то есть температура на несколько дней. Вот так вот наша температура на несколько дней вперед выглядит. А вот его структура. То есть у нас есть виджет wrap, который содержит в себе 8 виджетов chip. У нас недели 7 дней, поэтому можно не 8 поставить, а 7. Предлагаю реализовать данный виджет. Также в методе buildBody ставим divider и наш виджет temperature forecast. Теперь мы его должны реализовать. Виджет у нас возвращает wrap, поэтому ставим wrap temperature forecast и пишем return wrap. Между такими карточками у нас есть небольшие пробелы. За это отвечает параметр wrap spacing. Давайте мы его реализуем, параметр spacing, и поставлю значение 10. И теперь нам необходимо в этот wrap положить наши виджеты, чип. Чтобы их 8 штук не делать, предлагаю воспользоваться виджетом list. И вызовем у него конструктор generate. Сюда мы передадим число этих карточек. Ну, можете 7 передать. Я 8 передам. Так, и генератор int index. Тут он нам ругается. Массив мы должны убрать. Он и так будет у нас содержать массив. Поэтому просто children и возвращаем list generate. Итак, возвращать он нам будет виджет chip. Так, тут он нашел у меня ошибку какую-то. Давайте сделаем так вот. Вот.
Отлично, поехали. Значит, нам необходимо отобразить текст, потом иконку и сделаем вот такой вот shape. То есть у нас будет такой прямоугольник с закругленными углами. Начнем с текста. Вызываем параметр label, в который передадим текст. Текст у нас будет содержать погоду на всю неделю. Ну, к примеру, сделаем так вот. Возьмем наш индекс и будем прибавлять к нему 20 градусов по Цельсию. И задам небольшой стиль, а именно увеличу шрифт. Для этого вызову font size со значением, к примеру, 15. Так, сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Да, вот создали мы с вами чип 8 штук. И вот у нас идет увеличение индекса на единицу, начиная с 20 градусов Цельсия. Теперь вызовем такой параметр, как аватар, куда мы передадим иконку в виде облачка. Иконки передадим widget icons. Так, иконка с облаком это в backload. И давайте ее сделаем синей. Сохраним, посмотрим. Так, вот появилась наша иконка. Так, и теперь нам необходимо закруглить наш чип. Для этого используем параметр shape. Сюда передаем widget rounded rectangle border. Давайте радиус установим. Для этого вызовем border radius с таким конструктором, как circular. И поставим сюда значение 4. То есть радиус каждой стороны сделает 4 пикселя. Давайте также вызовем параметр side и widget border side. Цвет границы поставим. К примеру, задам цвет границ серый. Сохраним, посмотрим. И теперь давайте у чипа вызовем background color. И также background color я установлю цвет gray. С шейдом, к примеру, ну, давайте 100 поставим. Отлично. И теперь осталось нам реализовать последний компонент, который называется у меня footer ratings. Он состоит из row, который в себе содержит текст, в данном случае ссылка на сайт, и вот 5 иконок в виде звезд. Переходим снова в build body, ставим divider и наш виджет footer ratings. Вернуть мы должны row, поэтому пишем row, наш footer ratings, return row. Итак, вызовем children row, куда передадим наш текст. Текст я напишу как info with open weathermap.org и задам стиль для нашего текста. Так, какой бы стиль задать? Давайте увеличим ему фонд. Font size сделаем, к примеру, 15. Итак, вот появился наш текст. И теперь нам необходимо добавить звездочки. Для этого давайте создадим отдельную переменную. К примеру, я назову ее stars. Наши звездочки находятся также в виджете row, поэтому пишем row. Вызываем children у данного виджета и передаем наши иконки.
За иконку звезды отвечает иконка Star. Давайте я размер нашей иконки задам, к примеру, 15. И нашу иконку сделаю желтого цвета. Можно сказать, темно-желтого. Так, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Так, теперь нам надо нашу переменную передать в widget row после текста. Сохраним, посмотрим, что получится. Вот появилась наша иконка. Теперь их надо создать таких 4 штуки еще. Пусть у нас первые 3 будут желтого цвета, а последние 2 черного. Отлично, вот мы с вами такой вот рейтинг получили. Только они у нас тут слиплись, поэтому у виджета row вызовем main axis alignment и передадим, наверное, такой параметр, как space evenly. То есть он нам сделает небольшое пространство перед первым и последним виджетом. Вот оно, это пространство. Так, ну и давайте, наверное, мы еще здесь у row вызовем main axis size со значением min. Отлично. Отлично, вот мы с вами создали интерфейс для нашего приложения, используя layout виджеты, которые помогают нам компоновать, размещать наши видимые виджеты. Виджет ListView позволяет создавать статические или короткие списки и динамические или длинные списки, а также делает их прокручиваемыми, если они не помещаются на экране или в отведенной для них области. В этом видео мы рассмотрим, как создать статический список. Итак, у меня есть базовый код, где я в параметр body передаю виджет BodyListView. Виджет BodyListView унаследован от виджета StatelessWidget, а далее я возвращаю кастомный виджет MyListView, который имеет тип виджет. И вот как раз с ним мы и будем работать с нашим ListView. Предлагаю создать простой список текстовых элементов с использованием класса ListView. Если у вас есть короткий список элементов, которые не изменяются, то вы можете использовать конструктор ListView, который у него реализован по умолчанию. Давайте заполним наш ListView некоторыми текстовыми значениями. Для этого в параметр children передадим несколько виджетов текст. Первый виджет текст будет выводить строку sun. Второй будет выводить строку cloudy. Ну и третий виджет текст будет выводить строку snow. Давайте сохраним. И как видите, наши элементы вывелись в виде списка. Наши элементы сейчас выглядят не очень красиво, поэтому для организации элементов в списке мы можем воспользоваться таким виджетом, как ListTile. Предлагаю наш виджет текст обернуть в виджет ListTile. Если мы наведем на виджет ListTile, то вы можете заметить, что он имеет такие параметры, как title, subtitle, leading, trailing и так далее. И теперь наш текст передадим, к примеру, в параметр title, который имеет ListTile. Также давайте поступим и с другими нашими виджетами текст. Обернем их в ListTile. Давайте сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Как видите, теперь наш список выглядит более-менее нормально. Давайте теперь у наших элементов в списке выведем иконку слева, потом также subtitle и справа иконку перехода на другую страницу. Так, сначала предлагаю вывести subtitle. Для этого у ListTile реализуем параметр subtitle. И, к примеру, давайте выведем today clear. Теперь у нашего элемента реализуем иконку слева. Для того, чтобы иконку разместить слева от нашего элемента, необходимо реализовать параметр leading, в котором мы передадим иконку.
Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Отлично, вот вывелся у нас subtitle, также иконка слева от нашего элемента. И теперь предлагаю вывести справа иконку перехода на другую страницу. Для того, чтобы вывести данную иконку справа, необходимо реализовать параметр trailing, в который мы передадим также иконку. Иконка называется Keyboard Row Right. Отлично. Вот такой вот дизайн у нас получился. То же самое проделаем и с другими виджетами текст. Теперь наш список выглядит более-менее элегантней. Давайте мы у List View сделаем небольшой отступ, вызвав параметр Padding. И отступ по всем краям сделаем 8 пикселей. Отлично. Давайте посмотрим, как наш список выглядит в DevTools. Итак, у меня открылся DevTools. И давайте я в дереве виджетов выберу виджет List View. Итак, я выбрал List View и теперь нажимаем Select Widget Mode. И как вы можете видеть, Scroll View у нашего списка расширяет весь экран, независимо от содержимого. Давайте мы с вами вернемся в VS Code и установим у списка List View параметр Shrink wrap в значение True. И теперь вы можете видеть, что размер нашего Scroll View определяется содержимым самого списка. Но, к сожалению, данная функция очень сильно влияет на производительность. В реальном приложении элементы могут расширяться или сжиматься при прокрутке, и Flutter потребуется пересчитывать размер Scroll View при каждом изменении прокрутки. А этот процесс может быть дорогим и не идеальным для длинных списков. Поэтому давайте я этот параметр закомментирую. Мы рассмотрим другой способ. Пока что наш List View прокручивается по вертикали. Давайте изменим направление прокрутки, к примеру, на горизонтальное. Для этого реализуем параметр Scroll Direction, куда мы в качестве значения передадим Axis Horizontal. Как видите, наш List View стал пустым, и это может быть признаком того, что у нас есть ошибка. Давайте посмотрим на эту ошибку в нашем дебаггере. Перейдем на самый верх. И как видите, ошибка гласит, что Box Constraints вызывает бесконечную ширину. И эта ошибка просто вызвана тем, что List View не может определить ширину дочерних элементов. Он мог определить высоту, когда List View был вертикальным, потому что элементы располагаются сверху вниз с неявной шириной, которая простирается до бесконечности. Поскольку мы сейчас установили с вами горизонтальное направление нашего списка, то его ширина стала растягиваться также до бесконечности, что в свою очередь вызывает исключение. Поэтому он не может отобразить наши элементы. Чтобы решить эту проблему, нам нужно указать ширину дочерних элементов. Мы могли бы просто, к примеру, обернуть все наши элементы в контейнер и задать им ширину. Но виджет List View предоставляет нам такое свойство, как Item Extend. И давайте его установим в значение 300. Теперь вы видите, что наша ошибка исчезла. И мы можем теперь видеть наши элементы. Вы должны заметить, что это ширина элемента, если это горизонтальный List View. А также это и высота каждого элемента, если это вертикальный List View. Другими словами, размеры элементов зависят от направления прокрутки. Давайте я также закомментирую пока Item Extend. Установка, кстати, вот этого свойства — это отличный способ повысить производительность, поскольку Flutter не нужно рассчитывать размер каждого элемента в Children на основе содержимого. Иными словами, задавая фиксированное значение Item Extend, Flutter заранее знает, какой размер делать у элементов. Ну и наконец мы также можем сделать список реверсивным. Для этого реализуем параметр Reverse, в который передадим значение True. Установка Reverse в значение True упорядочивает дочерние элементы снизу вверх.
если это вертикальный лист view, и справа налево, если это горизонтальный лист view. В прошлом видео мы с вами рассмотрели статический или короткий список. Все элементы статического списка создаются одновременно. Это хорошо для короткого списка, но не для длинного списка, когда у вас много элементов, к примеру, которые приходят с сервера. Чтобы создать динамический список, у ListView можно воспользоваться конструктором ListViewBuilder, что позволит создавать элементы ListView только тогда, когда они должны отображаться на экране. Итак, давайте с вами создадим список из 10 тысяч элементов, который будет возвращать нам строку item. Итак, чтобы создать 10 тысяч элементов, можно воспользоваться у list таким конструктором, как generate, который принимает два параметра. Это длина списка и генератор, то есть что мы будем возвращать. Итак, сюда я передам значение 10 тысяч. А генератор это метод, который принимает int. Поэтому в качестве параметра я передам i. И здесь мы будем возвращать item i. Теперь давайте наши элементы отобразим в ListView, используя конструктор ListViewBuilder. У билдера мы должны реализовать два параметра. Первый это itemCount, куда мы должны передать количество элементов в списке. Мы берем items и вызываем метод Lange. И itemBuilder, где в его callback мы должны передать контекст и отрисовку этого элемента по его индексу. Если наведем мышкой на itemBuilder, то мы можем видеть, что он принимает контекст и int. Таким образом, ListView будет отрисовывать только те элементы, которые видны на экране. Ну и теперь нам необходимо организовать наши элементы в списке, используя виджет card и listTile. Здесь мы вернем card, который будет содержать в себе listTile. У listTile вызовем параметр title, в который мы будем выводить наш item. И теперь нам необходимо пробежать по нашему items, передав сюда индекс. Также давайте выведем какую-нибудь иконку. Зададим нашей иконке какой-нибудь цвет, к примеру, красный. И давайте также с правой стороны нашего текста выведем иконку, которая будет называться Keyboard Arrow Right. Давайте сохраним и посмотрим, что у нас получится. Вот таким вот образом выглядит простой динамический список. Причем itemBuilder позволяет отрисовывать только те элементы, которые видны на экране. Окей, при работе с динамическим списком бывает так, что требуется у него вывести заголовок. Также давайте мы с вами создадим 10 тысяч элементов, но при этом установим условия. Если наши элементы будут иметь остаток отделения от числа 6, 0, тогда мы будем выводить заголовок у нашего списка. Заголовок я оформлю в виде виджета. Виджет я пока назову так: Hidden Item. И этот заголовок у нас будет выводить текст Hidden и какое-то значение от 0 до 10 тысяч. А иначе мы будем выводить обычный текст. Обычный текст я также реализую в виде виджета, который назову как Message Item. И он будет у нас выводить, к примеру, Sender и Message Body. Ну и теперь давайте реализуем два этих виджета.
Как я уже сказал ранее, первый виджет у нас Hidden Item будет отвечать за заголовок. И он у нас просто будет выводить текст Hidden. Давайте мы создадим для него конструктор, куда передадим нашу строковую переменную. Отлично. И теперь реализуем второй виджет. Который будет отвечать за вывод обычного текста в список. Он у нас будет содержать две переменные. Это sender, которую мы будем выводить в title. И вторая переменная у нас будет называться body, которую мы будем выводить в subtitle. И также реализуем конструктор. Но это еще не все. Теперь нам надо реализовать базовый класс для различных типов элементов, который может содержать лист. Обычно используют абстрактный класс. И давайте мы его назовем как list_item. И теперь наши виджеты реализуем от класса list_item с помощью ключевого слова implements. И также установим переменной items возвращаемый тип list_item. Ну и теперь осталось наши данные отобразить в list view. Это я давайте закомментирую. Итак, давайте я создам переменную item, в которую отдадим items index. И теперь переменную item будем проверять на тип нужного нам виджета. Если item is hidden item, тогда мы возвращаем list_tile. У list_tile вызовем title, в котором будем отображать текст. Берем нашу переменную item и будем отображать у нее заголовок hidden. И давайте я задам какой-нибудь стиль для нашего заголовка. Обратимся к теме. Используем его в контекст. И здесь я вызову take them headline. А иначе, если наш item будет иметь тип message item, тогда мы будем возвращать тоже list_tile, но с другими значениями. Вызываем у list_tile параметр title. Сюда мы будем передавать sender. В subtitle мы будем передавать body. И давайте также реализуем пару иконок. Leading у нас будет отображать иконку в виде фотографии, а в trailing мы передадим нашу иконку в виде стрелочки. Ну и после всего этого давайте нашему item builder вернем значение null. Давайте сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Отлично, вот вывелся наш заголовок. И далее мы отображаем наш текст, если срабатывает это условие. Таким образом можно работать с заголовками в динамическом списке. Всем привет, и вот ваше домашнее задание по блоку компоновка интерфейса. Попробуйте создать вот такой вот интерфейс погодного приложения. Все домашки прошу выкладывать в телеграм-канал.